Добрый вечер! Некоторые ждали этого обзора 2 года, вы дождались, как раз после того, как этот продукт сняли с производства. Ну, собственно говоря, как некоторые художники, к слову, которым приходит только после их смерти. Планшет на Windows 8, Samsung ATIV Pro 7 серии, модель XE700TC. Помимо того, что у него есть USB-вход и HDMI выход, у него есть одна примечательная особенность. Это то, что у него есть стилус на технологии Wacom Fill, что позволяет вам делать вид, что вы художник, и рисовать не только пальцами, как обычные смертные, но и стилусом, как настоящий художник, достойный того, чтобы ему платили за рисунки, даже, может быть, иногда небольшие суммы. Собственно говоря, это обычное приложение, которое есть в магазине, но которое есть и для iPad'ов. Но, помимо всего прочего, здесь можно поставить на любую программу, которую вы можете поставить на обычный Windows 8, 7, XP, 80, 98, я не знаю, какой-нибудь. Но суть в том, что да, вы можете рисовать как настоящий человек. И даже, может быть, кто-нибудь подойдет к вам и будет спрашивать, а это аниме? А вы скажете, да, вы знаете, это аниме. Действительно, это аниме, потому что я аниме-трэш. Да, ну, в общем, я думаю, что понятно примерно, что здесь происходит. Здесь есть небольшая задержка. Если вы ее не любите, то можете попробовать подключить этот планшет к монитору, что я и делаю на данный момент. Подключить к нему бамбу обыкновенный, который, собственно говоря, выглядит вот так. Не намного больше него самого. И рисовать на нем, после того, как вы поставите драйвер. Но использовать у вас как полноценный синтик его не получится, то бишь, ну, там, подключать к нему монитор и использовать его для рефов, и рисовать на нем самом. У вас не получится, потому что драйвер фила сходит с ума и не может переключаться между дисплеями, поэтому просто отключает себя, чтобы не обосраться. Помимо всего прочего, для чего можно его использовать? Его можно использовать для лекций, что я тоже делала, когда я их писала. Можно, не знаю, писать использовать рукописный ввод, потому что здесь есть хорошее распознавание рукописного ввода, даже с плохим почерком. Да, когда вы на своем языке пишете. Короче, да, он довольно клевый. Ну вот, логический вопрос, я понимаю, да, после того, как я сказала, что он на Windows. Можно ли игры ставить? Есть ли игры? Ответ прост. Есть. Но, я не знаю, дальше 2006 года вы вряд ли уйдете. Собственно говоря, да, у меня подключена мышка и клавиатура. Да, здесь даже прыгать можно. Вот это да, Next Gen. Раньше у меня на нем лагали даже симуляторы Nintendo и Game Boy Advance. Потом я просто поставила другие, они перестали лагать. Но это зависит, короче, от симулятора. На обычных компьютерах они не лагают, здесь не лагают. Здесь лагает все, что только может лагать на самом-то деле. Из обычного, например, там, допустим, видосы некоторые не могу посмотреть, потому что они больше, чем 720p. И он их просто не успевает обрабатывать. Несмотря на то, что у него самого разрешение как на стандартном Маке 1920 на 1080. Собственно говоря, это краткая информация. На этом можно закончить. И спасибо, что посмотрели мой обзор. Всего доброго, до новых встреч!